Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкусной мясной запеканки. Рецепт простой, из доступных продуктов. Необходимое количество продуктов я укажу в описании под видео, а также в конце этого видео. А теперь начнем готовить. Морковь небольшого размера я предварительно помыла, почистила и натираю на крупной терке. Количество моркови по вашему вкусу. Натертую морковь перекладываю в миску и пока отставляю в сторону. У меня здесь 2 луковицы небольшого размера. Количество лука также по вашему вкусу. Лук необходимо почистить и нарезать на небольшие кубики. Нарезанный лук перекладываю в миску и убираю в сторону. Помидоры помыть и нарезать на кубики. Помидоров у меня 400 грамм, их количество по вкусу. Если у вас нет помидоров, можете заменить их на томатную пасту. Нарезанные помидоры также перекладываю в миску и пока убираю в сторону. Здесь у меня 300 грамм шампиньонов. Грибы могут быть любыми, по вашему вкусу. Грибы предварительно помыть, почистить и просушить. Шампиньоны нарезаю на крупные куски и кладу в чашу блендера. Их необходимо перебить до состояния пасты. Грибную пасту также перекладываю в миску. Сковороду ставлю на плиту, включаю средний огонь и наливаю 1 столовую ложку растительного масла. У меня это подсолнечное. Кладу 400 грамм свиного фарша. Фарш может быть любым, по вашему вкусу. И готовлю его, помешивая до испарения влаги. После испарения влаги добавляю еще 1 столовую ложку растительного масла. Перемешиваю. И продолжаю готовить еще 1-2 минуты. К фаршу добавляю лук. Перемешиваю и готовлю до полупрозрачности лука. Примерно 1-2 минуты. Затем добавляю морковь. Перемешиваю и готовлю еще примерно 2-3 минуты. Добавляю грибную пасту. Хорошо перемешиваю до соединения всех ингредиентов и готовлю до испарения влаги от грибов. Периодически помешивая, готовлю еще 1-2 минуты после испарения влаги. К фаршу добавляю помидоры.
Все хорошо перемешиваю. Затем фарш солю, но соли беру немного, так как в запеканке буду использовать хамон, а он у меня достаточно соленый. Перемешиваю фарш. Добавляю 1 чайную ложку смеси перцев для мяса. Специи могут быть любыми по вашему вкусу. Снова все перемешиваю. Добавляю еще 1 столовую ложку растительного масла и снова все перемешиваю. Накрываю сковороду крышкой и тушу на медленном огне 5 минут. Через 5 минут перемешиваю фарш и снова накрываю крышкой. Тушу приблизительно еще 5-10 минут. Всего мой фарш тушился 15 минут. Выключаю плиту, а фарш перекладываю в миску. В фарше много влаги, и чтобы связать лишнюю влагу, я добавляю 3 столовые ложки панировочных сухарей. И все хорошо перемешиваю до соединения всех ингредиентов. Можете сухари добавлять частями, по 1 ложке, хорошо все перемешивая после каждого добавления сухарей. Примерно 10 минут даю сухарям набухнуть, а фаршу немного остыть. Форму для выпечки смазываю растительным маслом и притрушиваю панировочными сухарями. Размер моей формы 19 на 9 см, а высота 6 см. У меня здесь 100 грамм готовой нарезки хамона, количество его по вкусу. Можете хамон заменить на бекон или ветчину, тоже получится вкусно. В форму укладываю кусочки хамона так, чтобы покрыть дно и бортики формы. При этом края нарезки должны свисать с бортов формы, для того, чтобы впоследствии ими можно было накрыть фарш. Сверху укладываю готовую нарезку сыра полутвердых сортов. Марка и количество сыра по вкусу. У меня примерно 120 грамм сыра моцарелла. Теперь укладываю фарш, равномерно распределяя его по площади формы, чтобы толщина слоя была везде одинаковой, и утрамбовываю его ложкой. Края хамона укладываю вовнутрь формы, тем самым накрывая фарш. Получается такая себе рубашка для будущей запеканки. И все это отправляю в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на средний уровень, примерно на 15-20 минут. Время запекания будет зависеть от размера вашей формы и вашей духовки. Моя запеканка готовилась 20 минут. Дам запеканке немного остыть и достану ее из формы. Расплавленный сыр аккуратно снимаю со стенок формы ножом. Накрываю форму тарелкой и переворачиваю.
Мой сыр расплавился и прилип к форме. Чтобы не пропадал продукт, снимаю его ножом и отправляю к запеканке. Даю запеканке постоять и полностью остыть. В тарелку я сервировала листьями салата и положила на них запеканку. Запеканка получилась вкусная, сытная и выглядит вполне привлекательно, поэтому ею можно украсить даже праздничный стол. Для того, чтобы приготовить эту запеканку, мне понадобилось 1 морковь небольшого размера, количество моркови по вкусу, 2 луковицы небольшого размера, количество лука также по вкусу, свежие помидоры весом 400 грамм или томатная паста по вкусу, 300 грамм свежих грибов, у меня это шампиньоны, примерно 4 столовые ложки растительного масла, у меня это подсолнечное, 1 столовую ложку я использовала, чтобы смазать форму для выпечки, 400 грамм свиного фарша, фарш может быть любым по вашему вкусу, соль по вкусу, смесь перцев для мяса 1 чайная ложка, также по вкусу, примерно 4 столовые ложки панировочных сухарей, 1 ложка ушла для того, чтобы притрусить форму для выпечки, 100 грамм готовой нарезки хамона, можно заменить ее на бекон или ветчину, количество по вкусу, примерно 120 грамм готовой нарезки сыра полутвердых сортов, у меня сыр моцарелла, количество и марка сыра по вкусу. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями, все это поможет развитию канала. Для меня также очень важна обратная связь, чтобы я знала, что моя работа кому-то нужна и интересна. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видео. Пока-пока!